Привет! Тема Годай или 5 элементов. Годай или 5 элементов – это земля, вода, огонь, ветер и воздух, небо или акаша, пустота, эфир, из которых, как считается, состоит Вселенная, все миры. Также можно сказать, что Годай – это буквально 5 великих объемных физических форм, 5 элементов японской, буддийской мысли. Земля, чи или дзи, цучи, вода, суй или мидзу, огонь, ка или хи, ветер, фу или кадзе, и воздух, небо или акаша, пустота, эфир, ку или сора. Истоки Годай восходят к индийской буддийской концепции Махабхуты, распространенной и находящейся под влиянием чань буддизма, прежде чем быть поглощенной, подвергшейся влиянию совершенствованной японскими традициями, культурой и местными народными верованиями. Однако на этот счет имеются и другие точки зрения. Японская буддийская концепция Гогё, которая проистекает из китайской Усин, отличается от Годай тем фактом, что функциональные фазы дерева и металла в Гогё заменены формирующими элементами пустоты и ветра в Годай, аналогично классическим греческим философским элементам. Годай приписывается эзотерическому японскому буддизму XI века нашей эры в связи с идеей Гарин, 5 колец. Годай и Гарин также рассматриваются в практике ниндзюцу, где эти принципы стали существенным аспектом эзотерических учений Миккё. В то время как теория Гогё перешла в функциональную теорию традиционной японской медицины и эзотерического буддизма. Хотя Годай легко спутать с китайской философией 5 элементов – дерево, огонь, земля, металл и вода, поскольку они одинаковы по количеству, имеют некоторые общие черты, они были созданы совершенно отдельно. Эта идея давно присутствовала в индийской философии и древнеиндийской мысли. Огонь, вода и земля – это 3 великих элемента. Или земля, вода, огонь и ветер – это 4 великих элемента. Плюс возникла идея добавить 5-й великий элемент – пустоту. В более поздних мистических исследованиях иногда добавляется еще элемент, который считается астральным или трансцендентным. Однако эти идеи включались в буддийские системы мышления по мере их появления в ходе доктринальных дискуссий между индийскими мыслителями и буддистами. После того, как они на некоторое время вошли в буддизм, они распространились по всей Восточной Азии. Эзотерический буддизм, ответвление буддизма, называет 5 элементов, идея Гарин, 5 колец. Есть мысль о том, что в западной философии считается, что Годай зародился в Японии, и он стал известен благодаря книге 5 колец Миямото Мусаши. Годай – это статичное или инертное философское понимание традиционных японских элементов и их изучение. 4 основными элементами или строительными блоками являются земля, вода, огонь и ветер, в то время как пустота непрочная. Как пишет Стивен Хейс, Миккё учит, что все физические аспекты существования происходят из общего источника и могут быть отнесены к одному из 5 элементарных проявлений физической материи Годай. Чи или дзи или земля символизируют твердую материю, су или мидзу. Вода символизирует жидкость, ка или хи. Огонь является символом горения или элемента в состоянии высвобождения энергии. Фу или кадзе, ветер, символизирует газообразное состояние. Ку или сора, пустота, представляет бесформенную, субатомную энергию, которая является основой структуры всех вещей. Этот символизм Годай также используется для описания эмоциональной природы людей и обеспечения символической структуры для обучения эффективным принципам физического боя ниндзюцу. Как таковые они могут описывать реакцию индивида на прямую конфронтацию, например, в боевых искусствах, ассоциирующихся с физическим центром работы ног. Чи, дзи, цучи – стабильность, упрямство, удержание позиции, использование силы и присутствия. Су или мидзу – гибкость, эмоциональность. Ка или хи – использование высокоэнергетических позиций. Фу или кадзе – уклончивые, неуловимые методы, которые перенаправляют позиции в сторону от целей. Ку или сора – спонтанность и изобретательность.
Земля относится к твердой материи, обладает свойством сопротивляться движению и изменениям. В общем, Земля представляет твердые объекты Земли. Самый простой пример в камне. Камни очень устойчивы к движению или изменению, как и все, на что сильно влияет Земля. У людей кости, мышцы и ткани представлены чидзи-цучи. Эмоционально чидзи-цучи преимущественно ассоциируются с коллективизмом, стабильностью, телесностью и гравитацией. Это желание, чтобы все оставалось как есть. Сопротивление переменам. Сознание – это уверенность, когда под влиянием этого режима чидзи-цучи или настроения мы осознаем свою собственную телесность и уверенность в действиях. Вода – жидкая аморфная материя, изменчивая природа, способная адаптироваться к изменениям. Вода олицетворяет текучие, струящиеся и бесформенные вещи в мире. Помимо очевидных примеров рек и озер, растения также относятся к категории суймидзу, поскольку они адаптируются к окружающей среде, растут и изменяются в соответствии с направлением солнца и сменой времен года. Кровь и другие жидкости организма представлены суймидзу, а также ментальные или эмоциональные тенденции к адаптации и изменениям. Суймидзу может ассоциироваться с мышлением, приспособляемостью, гибкостью, податливостью и магнетизмом. Огонь олицетворяет силу, страсть, побуждение к действию, желание и так далее. В общем, ка или хи, что означает огонь, олицетворяет энергичные, мощные движущиеся объекты в мире. Животные, способные двигаться и полные мощной энергии, являются основными примерами объектов ка-хи. В физическом плане ка-хи представляет наш метаболизм и тепло тела, а в ментальной и эмоциональной сферах он олицетворяет стремление и страсть. Ка-хи может ассоциироваться с безопасностью, мотивацией, желанием, намерением и общительным духом. Ветер олицетворяет рост, расширение, свободу. Итак, фу или кадзе, что означает ветер, олицетворяет то, что растет, расширяется и наслаждается свободой передвижения. Помимо воздуха, дыма и тому подобного, фу, кадзе в некотором смысле лучше всего может быть представлено человеческим разумом. По мере того, как мы растем физически, мы учимся и расширяемся также умственно с точки зрения наших знаний, нашего опыта и нашей личности. Фу кадзе представляет дыхание и внутренние процессы, связанные с дыханием. Ментально и эмоционально он представляет непредубежденное отношение и чувство беззаботности. Это может ассоциироваться с волей, неуловимостью, уклончивостью. Небо, как пустота, в общем, ку или сора, чаще всего переводимая как пустота, но также означающее небо, представляет те вещи, которые находятся за пределами нашего повседневного понимания, особенно те, которые состоят из чистой энергии до того, как они проявятся. Пустота, из которой состоит энергия. Телесный элемент ку или сора представляет дух, мысли и творческую энергию. Данный элемент представляет создание явлений. Его также можно ассоциировать с потенциалом силы, творчества, спонтанности и изобретательности. Ку или сора имеет особое значение как высший из элементов. В боевых искусствах, особенно в вымышленных историях, где боевая дисциплина смешана с магией или оккультизмом, часто призывают силу пустоты, чтобы соединиться с квинтэссенцией созидательной энергии мира. Наиболее распространенные на сегодняшний день представления о 5 элементах, помимо боевых искусств и литературных упоминаний, можно найти в буддийской архитектуре.